Добрый день! Канал Masters of Body снова с вами. Сегодня мы решили поговорить о той теме, которую затронули в предыдущем выпуске, где мы говорили о дропсетах. И мы упомянули там один из вариантов нагрузок физических, который называется изолированным напряжением. И сегодня я вспомнил, что оказывается мои подопечные, вы говорили с Андреем, и он тоже иногда это использует. Поговорим о таком принципе или как бы сказать, маленькой доработочке в тренировках, которые помогают действительно также взорвать, также усилить процесс, особенно от последних повторений. Сейчас скажу не от последнего подхода, а эту фишку можно использовать в каждом подходе, в принципе. И это даст действительно пиковую целевую точечную нагрузку именно на ту мышцу, которую прорабатываете. Короче, метод заключается в том, что в последнем повторении вы изометрически напрягаете и задерживаете снаряд, мышцу в том положении, в крайнем, в котором работаете. Будь то жим штанги, покажем, вертикальная тяга, ну и так далее и тому подобное. И предложим вам попробовать эти упражнения, которые мы делаем, оцените, поделимся, да? Погнали? Погнали. Значит, одно из упражнений, которые я люблю лично делать с применением этой фишки, метода, это, естественно, обычная вертикальная тяга, тем более за голову. Я выполняю заданное количество повторений. И дальше в конце, предотвращая ошибку многих, когда человек, выполнил последнее повторение, выбрасывает нафиг этот снаряд и вскакивает с тренажера, мы наоборот, выполнив его, задержим максимально долго внизу. И в этом удержании по миллиметру отпускаем. Мышцу начинает сводить даже на разминочных, на некоторых подходах. В конце потянулись, встали, не говоря уже о тяжелых рабочих подходах. Поэтому упражнение номер раз применения. Сама по себе тяга за голову уже является своего рода изоляцией для широчайших, в отличие от тяги перед собой. И тут еще такое напряжение дополнительное, статичное с весом, убивает широчайшую на раз. А мое одно из любимых упражнений – это жим штанги лежа. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. Так же само принцип такой же, как Костя показывал на вертикальной тяге. Желательно это упражнение делать с напарником, потому что тут больше риск травматизма. Девятое повторение я задерживаю, у меня в натяжении грудные и потихонечку медленно начинаю выжимать. Видите, друзья, вес вроде бы небольшой, всего 70 килограмм, но это последнее повторение дало эффект, как будто вы пожали в несколько раз больше, да? Напампило очень неплохо мою грудную мышцу. И связки, и суставы, все в порядке. Также классно заходит на бицепс. У меня, допустим, в момент, когда я уже подсохший, да, не совсем локтевые сухожилия большие веса любят. Поэтому именно благодаря вот таким вот принципам также можно усилить работу от подхода. То есть выполняю свои 12-15 повторений. Вверх не закидывать ни в коем случае, иначе это будет осевая нагрузка. То есть бицепс должен всегда быть в напряжении. Внизу растягиваем, но не расслабляем. И выполнив заданное количество повторений, удерживаем. Удерживаем. И вот буквально через несколько секунд эти 12 превращаются в 20. Следующий пример – задняя дельта. Почему она? Она у большинства людей является, можно сказать, отстающей, упорной. Не все любят ее делать в наклоне, поэтому многие предпочитают тренажер, то есть баттерфляй, задняя дельта. Но берем большой вес, вот сейчас Андрей покажет, с переднего положения, если растягиваем, да, вот здесь вот будет перегруз для сустава. Поэтому, соответственно, надо брать вес небольшой. Слишком небольшой вес, то же самое, получается такой пампинг. И вот теперь, если вес небольшой, чтобы усилить эффект, это напряжение буквально в течение 5-7 секунд, сколько вам уровень позволит, и потихонечку сжатие. Также этот небольшой вес превратит
достойный. Вашу заднюю дельту, заднюю дельту. Каждая тема для средней дельты. Например, если у вас побаливают плечевые суставы и большим весом вам в принципе работать не с руки и напарника нет, как в прошлом ролике мы показывали, где мне Андрей помогал это делать. Также берем поменьше вес и используем статическое напряжение в последнем повторении. То есть выполняем пампинг, несколько заданных повторений. И в последнем делаем удержание. Это вообще капец как тяжело. Если сразу не получается, можно повторить. Как видите, друзья, для пресса это также можно хорошо использовать. Если у вас не получается динамически, например, много поднять корпус или ноги, можете добавлять статическое напряжение. Поверьте, это просто полирнет, убьет, поставит жирную точку проработки любой мышцы. А на сим заканчиваем, прощаемся. Уверены, все эти тренировочные принципы, фишки, плюшки будут вам полезны. Обращайтесь, задавайте вопросы. Дмитрий, я, Андрей. Где наш Андрей? О, братан прибежал, уже успел помыться. Упором за предоставленную возможность для наших съемок. С вами был Masters of Body. До новых встреч, господа. Давай. Даже без света.